Привет, друзья! Вы смотрите видео с канала Полезное ТВ, а в этом видео я поделюсь с вами чудо-подкормкой, которую следует обязательно сделать, если вы видите, что ваши огурцы сидят на месте, не растут, не развиваются, то после этой подкормки вы сразу увидите, как они быстро начнут наращивать зеленую массу, станут более зеленые, более бодрые, и явно будет видно, что они активно пошли в рост и будут радовать вас богатым урожаем. Конечно же, причин очень много, по которым огурцы могут сидеть на месте после высадки в открытый грунт. Главной из них являются это весенние температурные перепады, а именно когда ночью температура опускается ниже плюс 10 градусов, то огурцы совершенно не растут, а даже наоборот угнетаются в росте, а в некоторых случаях даже погибают. Также они могут плохо расти, если не осуществлять вовремя поливы. Но если ниже перечисленных факторов на вашей рассаде огурцов не присутствует, то значит банально не хватает в вашей рассаде питания. И сейчас я вам покажу, как данную подкормку приготовить, и расскажу о нюансах ее применения. Кстати, пару лет назад я уже рассказывал о данной подкормке, но так как количество подписчиков на моем канале увеличилось практически в 5 раз, то я посчитал нужным напомнить старым подписчикам о данном средстве, а также и новым подписчикам. А для приготовления данной подкормки, хотя к ней больше подходит название стимулятор роста, нам потребуется литровая банка теплой воды, также нам потребуется сахар и нам потребуются дрожжи. Я буду использовать сухие. И сейчас вам расскажу, как использовать прессованные живые дрожжи. Потому что мало ли, может у вас сухих не оказаться. Здесь у меня пачка 11 грамм, всегда в стандарте грамм 10 идет. Но по размеру это получается 1 столовая ложка. Давайте как раз с вами и проверим. Так что, например, если у вас нет маленьких пакетиков, только большие объемы дрожжей, то вы знаете, что насыпав полную столовую ложку, это получается около 10-11 грамм. Теперь мы их медленно всыпаем в воду и растворяем. И также сразу добавляем 1 столовую ложку сахара. Это нужно для активации дрожжей, для их жизнедеятельности. И также хорошенько перемешиваем. А для приготовления такого же раствора из живых прессованных дрожжей вам потребуется 1 100-граммовая пачка, также растворенная в 1 литре воды, но на нее мы добавляем 2 столовые ложки сахара. И, кстати, забегу наперед, из 1 пачки живых прессованных дрожжей в конечном итоге маточного раствора получается в 2 раза больше. Но об этом дальше в видео я подробнее расскажу. Теперь ставим эту литровую банку настаиваться в теплое место, где нет прямых солнечных лучей. Либо же, если вы ставите на солнце, то сверху поставьте железное либо пластиковое ведро, защитив дрожжи от ультрафиолета, и пускай они себе настаиваются в течение 2 часов. И обратите внимание, по истечении 2 часов, какое было хорошее брожение, и сейчас оно еще продолжает идти. Мы еще раз тщательно перемешиваем. Смотрим, что все хорошо растворилось, дрожжи работают. Я лично поставил для брожения этот маточный раствор в теплицу. И также, как вам и говорил, уберег от прямых солнечных лучей, накрыв сверху ведром. И теперь весь этот маточный раствор я выливаю в 5 литров теплой воды, не холодной, потому что это дрожжи, это грибы, которые уже активированы, запущены, и они могут работать только в теплой среде. Также и это тоже все тщательно перемешиваем. И вот если в литровой банке это у нас был маточный раствор, то это мы получили концентрат 5 литров концентрированного стимулятора роста для огурцов. Но здесь как раз стоит вам рассказать, что если вы будете готовить из 100 грамм живых прессованных дрожжей, то тогда литровую банку маточного раствора мы выливаем в 10 литров, не в 5. И то, что я и говорил, у вас получится в 2 раза больше концентрата. Но прежде чем разводить дальше наш концентрат и приступать к подкормке, нужно огурчики обязательно полить водой, так как дрожжи не будут нормально работать в сухой земле. Для этого мы берем теплую воду, потому что огурчики ее очень любят. Если у вас уже настроен капельный полив, конечно же, включили капельный полив, и тогда хорошенько слили огурчики, дали воде впитаться, чтобы земля глубоко промочилась. И только тогда мы вносим подкормку.
Это одно из обязательных правил. Я капельный полив еще не подключил, но в скором времени я это сделаю, сниму видео и покажу вам подробно свой новый классный капельный полив, который я испробовал на клубнике в прошлом году, а теперь я его устанавливаю на весь огород и теплицу. Ну а собственно теперь мы готовим готовый раствор, которым будем поливать огурцы. Для этого мы берем, еще раз перемешаем наш концентрат и берем 1 литр готового концентрата и вливаем его в 10 литров теплой воды. Вода желтая, не обращайте внимания, она набрана просто из бочки, поэтому имеет такой цвет. Также хорошенько перемешиваем. И теперь под каждое политое растение нам потребуется ровно 1 литр готового удобрения. Этот черпачок у меня ровно литр. И поливаем каждый кустик. Перед проведением данной подкормки обязательно под рассаду нужно внести какую-либо органику. Например, перепревший навоз, которому уже больше 5 лет, либо же золу. Это можно сделать до посадки рассады, как я сделал, либо же сейчас, непосредственно перед самой подкормкой. Рассыпать перепревший навоз, либо же золу в лунку, перемешать с грунтом и осуществить полив подкормкой. Но, собственно, чем же данная подкормка полезна и хороша для огурцов на начальном этапе роста? Все достаточно просто. Дрожжи – это грибы, которые достаточно прожорливы. И в процессе своей жизнедеятельности они выделяют углекислый газ, а также перерабатывают питание, внесенное под кусты, в легкодоступную и усваиваемую форму для растений. Это уже проверено на практике не один год, результат будет 100% отличный. Огурцы быстро пойдут в рост. А для тех, кто досматривает мои видео до конца, поделюсь еще одним секретом. Друзья, данная подкормка в таких же точно пропорциях подходит не только для подкормки огурцов, но еще и на начальном этапе роста можно полить перцы, баклажаны, томаты. Все делаем точно так же, как я вам показал с огурцами. И эффект не заставит вас долго ждать. Уже на следующий день вы увидите, как ваша рассада, высаженная в грунт, подросла и увеличилась в размере. Поэтому, друзья, кому информация с данного видео была полезна, обязательно поставьте лайк. У кого остались вопросы, задавайте их в комментариях под этим видео. Ну а на этом у меня все. Желаю вам больших урожаев и крепкой рассады. До встречи в новых видео. Пока!